Друзья, всем привет, с вами я, Свободный художник, и это продолжение истории о моем пути к мечте. А для тех, кто еще не совсем понимает, что здесь происходит, добро пожаловать на канал Заметки Свободного художника, где я рассказываю, как учусь зарабатывать на том, что мне нравится делать. И это выпуск из серии, где я делаю что-то из ничего и пытаюсь на этом заработать. А главный определяющий фактор – это подход дешево или бесплатно. Эта идея пришла мне уже несколько недель назад, и наконец появилось время ее реализовать. Что это будет и получится ли у меня на этом заработать, скоро узнаете. А пока усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Еду в мастерскую и, как всегда, застрял на переезде. С переездами я могу целый фильм снять про то, как я на них стою. Я могу успеть поесть, попить, смонтировать какой-нибудь ролик, порешать какие-нибудь вопросики. В общем, стояние на переездах занимает кучу просто времени. А в мастерскую я еду, чтобы делать опять что-то из ничего. И попытаюсь на этом вновь заработать. Так что не переключайтесь, будет интересно. А ветки так и лежат вдоль обочины. Получается, я хорошее дело сделал, что не дал пропасть части из них. А начать я на самом деле этот ролик еще хотел с того, что сказать огромное спасибо своим друзьям, которые меня терпят с моими всякими идеями, потому что спасибо большое Андрею, у кого из дома я сейчас забирал остатки своих строительных материалов, потому что у меня долгое время у него в доме была моя мастерская, и я там творил. Большое спасибо Жене с Сережей, прям огромнейшее, потому что в свое время у них в доме в гараже у меня тоже долгое время была мастерская, и долгое время у них на чердаке хранились какие-то мои вещи. Так что у меня замечательные друзья, и спасибо им всем огромное. А я продолжать. И я сейчас посмотрел, первые кадры для этого ролика были сделаны еще аж 8 октября, а сегодня 3 ноября. Так что наконец-таки я добрался до этого, и скоро вы увидите, что же я задумал. Как вы уже поняли, я запасся остатками от стройки и ремонта, и сейчас буду творить. Принцип дешево или бесплатно во всем, даже саморезы немного БУ. Ну что, у вас уже есть идеи, что это будет? Должно получиться что-то интересное. Продолжаем. Все-таки пришлось кое-что докупить. И сейчас надо еще кое-что докупить. Здравствуйте, мне, пожалуйста, булочку с корицей и кекс творожный с собой. Спасибо большое. Всего доброго. Вот такие вот истории бывают как раз таки из-за переездов. И иногда это, в принципе, хорошо, это позволяет поработать немного, сделать какие-то дела, как я вам уже говорил об этом. Но иногда это бывает и очень не кстати, и у меня такой случай как раз-таки был. В одном из роликов я рассказывал вам, что при строительстве своего первого модульного дома из морского контейнера я в первый же день распилил себе руку болгаркой.
И в тот день переезд, конечно, сыграл такую злую шутку, потому что когда Андрей меня повез в больничку, я был уже в полуобморочном состоянии, и мы застряли на переезде. Причем мы застряли на переезде очень надолго. Его закрывали дважды, мы никак не могли проехать. И это было, конечно, то еще приключение. Сегодня день номер 2 работы над моей идеей. Надеюсь, что сегодня я большую часть работы уже сделаю и смогу даже выложить... Спасибо. И смогу даже уже сегодня выложить это дело на Авито. Я очень хочу успеть это продать к следующему ролику. У меня появилась идея на этот счет. Изделия, которые я буду делать в этой рубрике, где подход ключевой дешево или бесплатно, я буду продавать по очень низкой стоимости. И меня посетила идея, что я хочу как-то вам давать знать об этом немного заранее, чтобы вы могли что-то из моих изделий, из этих успеть купить еще до того, как вышел ролик. Предложите свои варианты в комментариях, каким образом это можно все организовать. Я не хочу делать шорты, потому что это будет такой, ну, явный прям спойлер, да. Возможно, стоит завести группу в Телеграме и туда это выкладывать. Возможно, вы просто подпишитесь на мой аккаунт в Авито. В общем, пишите ваши идеи, как это сделать, как это можно реализовать. Ну, можно сказать, что мне сегодня фартит. Я только проезжаю переезд, как его тут же закрывают. Так что день начинается удачно. Погнали делать. Вот в таком виде у меня вчера все это дело осталось. Ну что, у вас уже появились идеи, что это может быть? А у меня на сегодня осталась, наверное, самая творческая часть работы, и я сейчас этим займусь. Хотя надо сначала немного еще доделать. Надо приделать сюда крышечку, и сюда надо приделать крышечку. А потом начнется прям творческий процесс. Погнали! Статистика на YouTube сама себя не посмотрит. Вчера на канале вышел новый ролик про мои приключения с первыми заказами моих серийных изделий. Если еще не смотрели, будет здесь по ссылочке в описании. И, друзья, спасибо вам, что вы так активно смотрите. Для меня это прям, ну, я иду на рекорды. И это не может не радовать, и это меня стимулирует делать еще больше всего, делать еще интереснее всего. И, кстати, хочу сказать спасибо человеку, который под моим шортс, секрет шортс на миллион, написал мне совет. Если шортс не видели, то, опять же, прикреплю ссылочку, либо в описании будет, либо на канале можете посмотреть, потому что у меня что-то не всегда получается это сделать. Хочу сказать спасибо этому человеку, не знаю, подписан он на меня или нет. Он мне написал совет, что снимай шортс на тему лайфхаков каких-нибудь. И я этот совет проверил. Снял шортс на тему лайфхака на свой второй DIY канал. И первый же шортс у меня там набрал сразу 7,7 тысяч просмотров. То есть это для меня очень хороший результат. Поэтому спасибо большое. Друзья, ну если у вас тоже есть какие-то идеи, пишите в комментариях, делитесь. Буду пробовать, буду проверять, буду с вами делиться. Если что, бургер не из того ролика. На данный момент, вы видели, я потратил на это изделие что-то около 130 рублей, да, я купил специально вот такие резиновые ножки. А все остальное, даже вот грунтовку, то, что я сейчас себе готовлю, это все у меня остатки от ремонтов, от стройки, от каких-то прошлых своих проектов. В общем, изделие должно получиться реально по принципу дешево или бесплатно, и тут практически бесплатно оно должно получиться. Я думаю, что оно получится мега классным и быстро продастся на Авито. Ну что, давайте делать ставки, пока вы еще не видели финала. Предлагаю писать в комментариях, успею я продать это к концу ролика или нет. И за сколько я это продам. Что-то я совсем плохую кисточку взял. Как думаете, больше значит лучше?
Вы-то скоро увидите готовый результат, а мне еще нужно для этого постараться. У меня экстренное включение. Мне не хватило шпатлевки, и я пошел ее добывать. Но не идти же за ней в магазин, правильно? Вот она, родимая. Я ее давно уже тут приметил. Стоит бесхозная. Как можно такое допустить, чтобы такие полезные вещи стояли бесхозными? Правильно? Ладно, вы не думайте. Я, естественно, спросил, можно ли ею воспользоваться. Мой Бэтмобиль. Такие продукты, как готовые строительные смеси, сухие строительные смеси, они не хранятся долго открытыми. Поэтому я знал, что мне сегодня не хватит той шпатлевки, что я взял из дома. И я на Авито сегодня одной женщине с утра, еще выезжая, даже перед выездом из дома, я написал. Она отдает как раз-таки остатки такой шпатлевки бесплатно после ремонта. И я ей написал, что готов приехать там в ближайшее время и забрать. Она мне до сих пор не ответила на сообщение. Я ей писал, это было часов, наверное, 10 утра. Сейчас я не знаю, сколько времени. Сейчас уже начало 9, и она прочитала сообщение и не ответила мне. И для меня загадка, как бы, зачем люди размещают объявления и не отвечают на сообщения по ним. Причем я бы позвонил, но там было написано: не звоните, пишите. В общем, очень много в этой жизни загадок. Я думаю, вы уже поняли, что когда делаешь что-то из ничего, из подручных материалов, всегда сталкиваешься с какими-то сложностями и нюансами, и в этот раз не обошлось без этого. С чем я столкнулся? Вы видели, что я позаимствовал, раздобыл, в общем, шпатлевку. Эта шпатлевка была уже какое-то время назад открыта. И я столкнулся как раз-таки с тем, о чем вам говорил, что она местами уже скомковалась, то есть она по большому счету уже испортилась. Но я решил попробовать обернуть это себе во благо, но не идти же в магазин и не покупать ее, правильно? Это не наш подход. И я нанес ее прямо так вместе с этими комочками. И мне кажется, это придало определенную такую фактуру интересную поверхности. В общем, на сегодня я думаю, что это все. Завтра я вернусь в мастерскую, когда это все подсохнет, и закончу этот проект и размещу его на Авито. А это было еще не все. Не смог я уехать, потому что мне не понравилось, как выглядит одна из стенок, и я решил ее довести до идеала в моем понимании. Потому что, как мы уже выяснили, я немного фетишист, а еще я немного перфекционист. Но это, конечно, еще не финальный вид. Завтра я доведу его до идеала. Привет! Привет! Я всегда с собой беру Видеокамеру! Залезай, Степа. Привет! Привет! Давай руку, Степа. Привет! Поехали? Поехали! Степа, тебе нравится ездить в моей машине? Вот, похоже, только тебе и мне и нравится ездить в ней. Да? Сегодня не совсем обычное начало дня. Я решил заехать к друзьям, а потом уже в мастерскую. Это как раз таки им я говорил спасибо большое в самом начале видео за то, что они терпели меня сначала в своем гараже с моей мастерской, потом с моими вещами у себя на мансарде. Давай жми еще раз. Не хочет? Нажми посильнее, Степа, и подержи немножко. О, сработало, да? Класс? Да. Молодец. Это провал. Я приехал в мастерскую в таком хорошем настроении и тут увидел это.
Я не знаю, видно вам было или нет. Но из-за того, что я торопился, я решил нанести сразу толстый слой шпатлевки. И он, во-первых, потрескался, а во-вторых, серпянка, сеточка для укрепления углов, в некоторых местах она отошла, и я пока не знаю, что с этим делать. Но вы же помните, что я не сдаюсь, так? Я нашел решение одной из задач, которые вдруг передо мной неожиданно встали сегодня. И решил, что я закончу это изделие, не буду его переделывать. В общем, продолжаем. Сегодня точно не мой день. Я уже начал было покрывать изделие лаком, точнее, готовлюсь к тому, чтобы покрывать его лаком и для DIY канала, соответственно, записывать этот этап. Перемешиваю лак и понимаю, что это уже не лак. А экспериментировать как со шпатлевкой я точно больше не хочу. И очень сильно надеюсь, что у меня здесь в запасах есть какой-нибудь лак, который я могу сейчас использовать. Иначе я просто не знаю, что делать. Ну, точнее, знаю, что делать, но не хочу. Если этот лак простоял у меня где-то год и превратился вот в это, то вот этим баночкам я, честно, даже не очень представляю, сколько уже лет. Но, ну что, господа, делаем ставки. Играем на персточки. Какой из этих лаков окажется живым? Так, на первый взгляд этому хана. Этот выглядит пока неплохо. Будем покрывать. Я покрыл столик уже 2 слоями лака. Мне осталось нанести 3-й финишный слой. И да, я думаю, что вы многие уже догадались, это кофейный или журнальный столик в виде такого бетонного блока получается. И знаете что, изначально я, конечно, это планировал исключительно как проект для выпуска из серии «Дешево или бесплатно», но он мне так понравился, что если он хорошо продастся, я готов немного доработать конструкцию и запустить его в серию. Ну что, делаем ставки? За сколько я смогу его продать? Пишите свои варианты в комментариях. И не успел еще высохнуть финальный слой лака, как я стал уже делать фотографии для того, чтобы поскорее разместить столик на Авито. Прошло пару дней. Вот такие фотографии у меня получились для Авито. Объявление за несколько дней посмотрели около 40 человек. Оно получило 3 лайка. А до выхода ролика остается чуть меньше суток, поэтому я сейчас его упакую и заберу с собой. И не забудьте поставить лайк, если вы еще этого не сделали. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого столика, как быстро и за сколько у меня получится его продать. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, что же будет дальше. Ведь для следующего выпуска, который я начну снимать уже завтра, я придумал кое-что интересненькое. Друзья, а на сегодня это все. До новых встреч, а я пошел дальше двигаться к своей мечте.